Вы давно мечтаете научиться рисовать, но постоянно сталкивались с разрозненностью информации, сложностью поиска качественных материалов и отсутствием понятных доступных пособий. Бесплатные уроки часто были поверхностные, а хорошие курсы стоят дорого. И если это про вас, вы попали по адресу. Вы нашли бесплатное, подробнейшее и одно из самых полноценных пособий по тому, как все-таки научиться рисовать. Меня зовут Александр, я художник с немалым опытом и большую часть своей жизни посвятил изучению процесса обучению рисунку. В этом курсе я поделюсь своим опытом, чтобы вы могли пройти путь к уверенным навыкам рисования быстрее и понятнее, чем когда-то я. В этом видео вы узнаете, для кого этот курс и чего в нем не будет, причины создания этого курса, разницу между учебной и творческой работой и что же все-таки входит в понятие базы. А также в конце вы пройдете первый урок из этого курса, получите домашнее задание и узнаете, что вас будет ожидать далее в видео по курсу. Вы на канале K-Art Study, не забудьте подписаться, и мы начинаем. Сразу стоит сказать, для кого я создал этот курс и чего вы в нем не найдете. Этот курс создан для всех, кто хочет научиться рисовать с нуля или систематизировать свои знания качественно и бесплатно. Даже если у вас есть опыт, вы найдете здесь новые подходы и сможете закрыть пробелы в понимании основ. Здесь не будет тонны лишней воды и псевдомотивационных роликов. Здесь не будет поверхностного разбора материала. Ну тогда что вы здесь найдете? А найдете вы здесь последовательное, простое пособие, которое поможет вам пройти все этапы и освоить базовые понятия на достойном уровне. Почему я решил создать этот видеокурс? К сожалению, в интернете и книгах представлены разнообразные способы обучения рисунку, но им зачастую для обучения новичков кое-чего не хватает. Цельности повествований. Все материалы слишком разрознены, отдельные книги рассказывают про композицию, отдельные про перспективу, другие про тон. Но проблема в том, что никто не показывает, как это все объединить вместе, поэтому зачастую приходится обращаться к частным преподавателям или школам. Те же проблемы преследуют и бесплатные материалы на просторах Ютуба, из-за чего у учеников рушится цельная картина, и они не могут понять пайплайн, последовательность работы и так называемую базу. Просмотрев этот курс, вы научитесь самостоятельно изучать материалы из книг, видео, статей и применять их в своем обучении. Моя же цель – дать вам цельный, готовый продукт, благодаря которому вы сможете научиться рисунку, а главное научитесь понимать, как это делать правильно, быстро и с минимальными затратами вашего драгоценного времени. Есть два типа работ в рисунке – учебные и творческие. Но в чем их разница? Учебные работы требуют большого количества времени, так как происходит процесс обучения новому навыку, что требует времени. Также у учебной работы всегда есть цель, которая ставится до ее начала, и ученик сосредотачивается только на ее практике. Творческий же рисунок похож по последовательности, но использует уже изученные навыки и преследует совершенно иные цели и зачастую делается гораздо быстрее. Теперь перейдем к тому, что собственно мы и будем изучать. Базу. Но что же в нее входит? Главными столбами рисунка, освоив который вы сможете самостоятельно и эффективно продолжать свой путь обучения, это инструмент, постановка руки, композиция, перспектива, светотень и тон, практика. Каждый из этих пунктов идет рука об руку с рисованием все время его существования. Инструмент и постановка руки идут первыми, так как это то, что вы будете использовать на всем своем пути рисования. Инструментом можно посчитать любой материал или программное обеспечение, которым вы будете пользоваться для рисования. И без знания и наличия своего инструмента рисовать вы не сможете. Постановка руки также напрямую влияет на ваш практический опыт рисования. Вы можете иметь большие теоретические знания, но вы не сможете их воплотить, если руки не будут вас слушаться и будут вести линию куда угодно, но не туда, где она должна была быть по вашей задумке. Далее идет композиция, а идет она в третью очередь, потому что ее можно использовать задолго до знания перспективы и других аспектов рисования. Любое абстрактное пятно, мысленно или буквально ограниченное рамкой, будет называться композицией. Остается лишь вопрос, как соблюдены правила размещения предметов на листе. Теперь перспектива. Она идет после композиции, так как если вы хотите нарисовать любой предмет в пространстве на листе бумаги, то вам придется прибегнуть к перспективе. После чего идет светотень и тон, которые помогут правильно изобразить освещение на картине. И отдельно идет практика, так как с помощью нее мы закрепляем все перечисленные пункты. Как будет проходить курс? На этом курсе мы будем учиться вышеперечисленной базе на простых примерах. Мы изучаем куб и на его примере изучаем,
Что такое перспектива и ее основы? Что такое композиция и как ее применять в рисунке куба? Что такое светотень и тон? По итогу мы нарисуем ваш первый полноценный рисунок – реалистичный куб с правильной композицией и светотенью. И подобным образом на курсе мы дойдем до вашего первого портрета. Для полноценного усвоения материала на разных уровнях потребуется разное время. Даже если вы уже выполняли некоторые пункты, советуется хотя бы один раз выполнить по каждому заданию из курса, что поможет вам скомпоновать, дополнить и закрепить ваши знания. И теперь кратко скомпонуем все вышесказанное. Почему вам стоит посмотреть именно этот курс? Пошаговая структура. Курс разбит на короткие, насыщенные видео. В каждом ролике наглядные примеры, разборы ошибок, практические задания. Каждый урок – это отдельный предмет изучения, с помощью которого мы будем узнавать все больше и больше об основах рисунка. Цельность обучения. Мы объединим разрозненную информацию из книг, видео и статей в единую понятную систему. Практика на простых примерах. Начнем с простых форм, таких как куб, и постепенно перейдем к сложным задачам, вплоть до портрета. Вы получите систему для дальнейшего самообучения. Ну и самое главное, курс полностью бесплатен и будет доступен к просмотру на платформе YouTube. Я знаю, что путь художника – это не только вдохновение, но и трудность, самокритика, сомнения. В каждом видео я постараюсь поддержать вас и мотивировать вас не сдаваться на полпути. Рисование – это не талант. Это навык, и любой навык можно освоить при правильном подходе. И давайте начнем этот путь вместе. Сегодня темой нашего первого урока будет, как вы уже могли догадаться, постановка руки. Но что же скрывается за этим названием? Постановка руки – это процесс развития моторики рук для точного управления инструментом, в нашем случае кистью. Моторика рук улучшается при любой практике рисования, но чтобы ускорить процесс и добиться приемлемого уровня в начале обучения, мы используем упражнения. Эти упражнения можно выполнять на листке бумаги, но если вы впервые будете использовать графический планшет, вам придется еще раз проделать данные упражнения для того, чтобы привыкнуть к новому способу ввода. В отличие от графических мониторов и айпадов, к ним отдельная практика не потребуется. Перед началом упражнений стоит узнать о том, как надо держать руку правильно. Рисуйте всей рукой. Для рисования используйте не только запястья, но и все предплечье. Без этого вам будет сложно добиться плавности рисования длинных линий и их контролируемости. Не спешите, рисуйте плавно, продуманно, но не слишком медленно. Важно добиться контроля над процессом и избавиться от случайности в проведенных вами линиях. Так какие же все-таки есть упражнения? Рисование параллельных линий, как длинных, так и коротких. Рисование линий между двумя точками, за пределы точек можно выходить. Рисование линий через одну точку. Рисование кривых через заданные точки. Заполнение форм параллельными линиями, не выходя за форму. Упражнения можно комбинировать, делать их в любой последовательности на любом материале. Ваша главная задача – научиться контролировать движение вашей руки. Зацикливаться на упражнениях не стоит. Достаточно пару дней интенсивной практики, пока не почувствуете, что можете спокойно провести задуманную вами линию. Переходите на мой Boosty, там вы найдете шпаргалку со всеми упражнениями и советами для их выполнения. Не бойтесь, она так же как и курс доступна бесплатно. Вашими успехами вы можете поделиться в моем сообществе в Телеграме, там же вы сможете задать интересующие вас вопросы или обратиться за помощью. Работы, присланные в Телеграм, могут попасть в следующие ролики на разборы ошибок. А в следующем ролике мы ознакомимся с тем, какие инструменты существуют, определимся с выбором инструмента и полностью его настроим для удобного рисования. Делитесь в комментариях своими любимыми материалами и софтом. Скорость выхода нового ролика будет зависеть от вашей активности. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики, ставьте лайк и пишите вопросы в комментариях. Чтобы быть в курсе всех новостей и участвовать в активностях и получать дополнительные материалы, подписывайтесь на мой Телеграм. А если вас заинтересовал курс и вы хотите поддержать его создание рублем, можете перейти на Boosty, там ролики будут доступны на день раньше. Пишите в комментариях, с чем у вас больше всего проблем в рисовании. А я с вами не прощаюсь, увидимся в новых выпусках.